Здравствуйте! Вы смотрите 12-й еженедельный выпуск новостей от команды Stop Fake. На этой неделе продолжали появляться фейки. О самых громких из них вы услышите в сегодняшнем выпуске. В студии Марго Гонтаров и Алина Сугоняка. Эта неделя была богата на фотофейки, якобы изображающие последствия вооруженного противостояния на востоке Украины. Так, в соцсетях активно распространялась фотография Славянска, горящего после бомбардировок. Это фото даже использовали некоторые крупные новостные сайты. На самом деле здесь изображен не Славянск, а канадский Квебек, в котором еще в 2013 году взорвался состав с нефтью. Кроме того, десятки сайтов опубликовали фотографию Донецка, охваченного гигантскими пожарами от бомбардировок. На самом деле это фотомонтаж. За основу была взята панорамная и весьма мирная фотография города, на которой в графическом редакторе были дорисованы очаги пламени. Отдельное внимание распространители фейков уделили на этой неделе фотографиям пострадавших детей, очевидно, пытаясь надавить на самые сильные эмоции. Так массово распространялось фото ребенка, которого одни представляли как 8-летнего мальчика, раненого в Донецком аэропорту, другие как 12-летнего, раненого в Славянске. Некоторые даже писали, что это девочка. На самом деле на фото изображен сирийский ребенок, раненый после обстрела города Алеппо правительственными войсками в 2013 году. Также распространялось фото другого мальчика, погибшего якобы вследствие вооруженных столкновений на востоке Украины. На самом деле это фото было сделано в 2010 году в Джанкое, когда в Крыму хоронили мальчика, убитого местным психически больным человеком. Кроме того, широко распространялась фотография маленькой девочки, плачущей возле погибшей женщины. Авторы фейка утверждали, что это тоже следствие зверств украинской армии. На самом деле это кадр из российского фильма «Брестская крепость» 2010 года. 27 мая в сети начала распространяться новость о том, что в Тернополе проходит многотысячный митинг за присоединение области к Польше. На фотографиях было изображено множество людей под польскими флагами. Автор сообщения даже утверждал, что милиция перешла на сторону митингующих, а к границе с Украиной уже стягивается польская армия. Эту новость распространили в блогах и изданиях, в частности известный российский политолог и украинофоб Александр Дугин. На самом деле никакого митинга в Тернополе не было, а на фотографиях изображены поляки, вышедшие на улицы Варшавы в сентябре 2012 года. Широкое распространение получила фотография, изображающая украинского генерала, который вручает саблю бывшему послу США в Украине Джону Тефту, стоя при этом на колене. Ее опубликовал на своей странице в Фейсбуке украинский журналист Владимир Скачко. Он разразился негодованием о покорности украинских политиков перед Западом и добавил, что именно 25 мая 2014 года Украина встала на колени. Многие крупные СМИ, в частности российские сайты «Вести» и Life News, решили, что этот пост в Фейсбуке заслуживает внимания их читателей. Но, во-первых, на фото изображен генерал не армии, а казачества. Во-вторых, снимок был сделан в июне 2013 года, когда Украиной руководил Виктор Янукович, а Тефт еще был послом. На фотографии изображено театрализированное вручение оружия послу США в честь заслуг градоначальника военно-морского флота США Джона Пола Джонса. 226 лет назад Джонс принял казацкую присягу, а потом служил контр-адмиралом российского императорского флота. В 1788 году парусная эскадра Джонса помогла казакам победить турецкие суда в битве под Очаковым. Поэтому мы и видим на снимке представителя казачества в коленопреклоненной позе. Это коленопреклонение не раболепствование перед американским послом, а дань уважения казацкому герою Джону Полу Джонсу. Кстати, в апреле 2014 года Джон Тефт был назначен послом США в Российской Федерации. В сети массово распространяется сообщение о взломанной переписке командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко, ведущего борьбу с ополченцами на востоке Украины, и министра внутренних дел Арсена Авакова. Из переписки следует, что во время боя под Карловкой Донецкой области 23 мая Семенченко убил или дал команду убить около 10 собственных солдат, которые в панике пытались покинуть поле боя. Новость об этом написали десятки новостных сайтов. Крупные российские новостные каналы сделали об этом сюжеты. Набирает обороты скандал, вызванный просочившейся в прессу перепиской временного главы МВД Арсена Авакова с одним из приближенных лидера правого сектора Дмитрия Яроша. Эта утечка позволяет по-другому взглянуть на недавние события под Карловкой. Григорий Емельянов подробнее. Хакеры утверждают, что взломали закрытую переписку в соцсетях Семенченко с ИО главы МВД Арсеном Аваковым. Можно предположить, что речь идет как раз о Карловке. Что там в пятницу произошло? Ничего, в засаду попали. Ну и? Да в головную машину прислали из РПГ прямо в МТО. 5 человек превратились в шашлык. Но это еще не самое. Догадался уже, что не самое.
На самом деле выложенные скриншоты переписки – подделка. Об этом свидетельствует сразу несколько факторов. Во-первых, в списке последних контактов, с которыми Семенченко вел переписку, есть только Аваков. Получается, ни с кем другим командир Донбасса не общался. Во-вторых, на плашке свернутого чата не указано количество активных контактов. То есть у Семенченко, судя по этому, нет или почти нет друзей в Фейсбуке. А на верхней панели мы видим кнопку «Найти друзей», которая отображается лишь для тех пользователей, у которого всего несколько сотен друзей, которые не слишком активно использует Facebook. Кроме того, все индикаторы оповещений неактивны, хотя у популярных пользователей такое маловероятно. Все это не случай Семенченко. В данный момент у него почти 5000 друзей, и еще 43 тысячи человек следят за ним на Фейсбуке. При таких количествах контактов у командира Донбасса точно были бы и другие истории переписок, а на верхней панели не было бы кнопки «Найти друзей». Судя по всему, для этого фейка была создана новая учетная запись в Фейсбуке от имени Семенченко, из которой была проведена переписка с таким же подставным аккаунтом Авакова. Вы посмотрели еженедельную подборку фейков о событиях в Украине. Больше информации есть на нашем сайте stopfake.org. Там же вы можете узнать, как самостоятельно распознать неправдивую информацию в СМИ. Спасибо нашим читателям и зрителям за то, что вы остаетесь с нами, за ваш интерес и финансовую поддержку. Если вы считаете наш проект нужным, вы можете поддержать нас. Реквизиты для перечисления средств на развитие проекта находятся на нашем сайте stopfake.org. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш YouTube-канал.